Привет, с вами Алена, и сегодня у нас продолжение истории от подписчицы, которая уже приходила ко мне с ручками, ссылку на нее оставлю, и я тогда, помню, заикнулась про ее ноги, сказала, что там тоже будет классный контент. Ну, собственно говоря, вот оно. Ну что, господа, какие версии произошедшего у вас есть? Ну, недолго дам вам подумать, потому что тут все, конечно же, очевидно, тут прям все на них случилось, на этих пальцах. Не проходит, короче, не помогает. Тоже делала зачистку. Тут просто ноготь разросся до небес, непонятно что. Ну, на самом деле все понятно. Ну, давайте сейчас только не будем фукать и говорить там, ой, какая она нехорошая, у нее там и грибок-то у нее, там и еще какая-то у нее фигня. Сейчас не об этом. То есть какую услугу вот мы конкретно в салоне можем оказать таким клиентам? Во-первых, мы никогда не назначаем никакого лечения, потому что мы кто? Мы не врачи, правильно? Это только врачи могут выписывать какие-то препараты, там специальные мази и так далее. Хотя очень часто клиенты приходят и говорят, ой, а как мне полечить? А вы же лечите ногти? Вот я прям в последнее время очень много отвечаю, что ногти мы не лечим. Мы производим зачистку, мы можем подготовить к лечению. Что такое подготовить? Это убрать весь пораженный и кератированный слой аппаратом или пилочкой или какими-то другими инструментами для того, чтобы после того, как клиент обратится к доктору, чтобы ему назначенные препараты помогли и сработали легко. То есть вы понимаете, что капельки, какие-нибудь там, не знаю, экзотерилы, микодерилы, как они там все эти дерилы называются, да, которые у нас от грибка все, кому не лень, пьют, едят и капают. В общем, все, что вы туда капаете, закапываете, намазываете, оно просто не пройдет через все вот эти ткани. Нужно это понимать, потому что грибок, он не живет вот здесь вот на поверхности, он там внутри. То, что мы видим, вот эту вот труху, это всего лишь последствия его жизнедеятельности. Это для нас как симптоматика, а по сути, как бы вот здесь наверху ничего уже и нет. Поэтому даже когда анализ забирают, его забирают не с верхних слоев, а оттуда снизу нужно, ну, условно говоря, правильно сковырнуть ткани. О, как сейчас страшно, да, сказала. Вот. Ну, короче, нужно сделать правильный забор для того, чтобы этот микоз обнаружить. Поэтому очень часто бывает, что клиенты говорят, ой, а я сдавала, а у меня ничего нет. Ну, потому что иногда бывает, они сами срежут, иногда бывает, что это ужасно говорить, но сотрудники лаборатории, не каждая лаборатория всегда являются компетентными. К сожалению, такое имеет место быть. А вы уже можете наблюдать, как я достаточно долго, это у нас видео ускоренное, да, там с поправочкой, а я все еще продолжаю чистить. Да, за работой в этот раз я, не Лена, я сама люблю поковыряться в таком прикольном месиве. Ну, мне прям правда нравится. Я не знаю, откуда у меня такие странные наклонности неадекватные, но я действительно люблю такие штуки делать. И знаете, что здесь было то же самое? То есть я очень долго ей все это дело спиливала. Обратите внимание, работу я веду твердосплавной фрезой, красно-синей насечкой шар. То есть, это такая достаточно зверская фреза, я бы сказала, и ей не больно. И она так радовалась, что ей вообще, кстати говоря, в этот раз не больно. Не знаю, как там так зачищали. Видимо, поток, наверное, скорость какая-то у людей такая космическая, что они это делают за 20 минут быстро и больно. Мы, конечно, никуда не торопились, я уж там начистилась по самые помидоры. От души настаралась. Вот. А видео, короче, у меня просто о том, как происходит зачистка, и она мало чем отличается от любой другой зачистки, на самом деле. И не так страшен микоз, как его малюют. И вообще я не понимаю, что все так убиваются этим грибком. Да, неприятно, да, не хочется, и, конечно, некрасиво, но, же лечится. Наука не стоит на месте, в аптеке есть экзодерил. Вы понимаете, да? То есть сейчас все эти проблемы нужно решить. Но есть нюанс. Для того, чтобы эти проблемы решить, их нужно решать. То есть нужно все-таки хоть что-то делать. То есть либо какие-то домашние уходовые средства, либо ходить на какие-то процедуры. Сейчас столько вариантов, да, там и таблетки пропишут внутрь. Но это все зависит от того, какой процент поражения. Но опять-таки это уже не наши компетенции. Если вы видите клиента с такими ногами, и у вас начинается паника, лучше не берите. Вот серьезно, потому что смысл, что вы сядете, там ничего сделать не сможете. Всегда можно в своем городе найти специалиста.
прям берете и набираете там подолог Казань, да, подолог Москва, там, подолог там Саратов, не знаю, подолог еще кто-то. То есть вот по такому принципу, вот через такой хэштег в Инстаграме можно найти все, что угодно, включая и то, что нам нужно. Пожалуйста, ищите. Ну, просто у меня такая проблема, мне директ засыпали вопросом, типа, вы не знаете подолга в таком-то городе? Просто берете, ищите, смотрите на страничке похожую проблему, и как бы идете туда, спрашиваете, можно же фотку отправить, проконсультироваться. В общем, не сидим на месте, стараемся как-то, ну, решать свои проблемы по мере их поступления. Здесь вот явно есть проблема, человек до меня дошел. И то же самое советую вам, если у вас есть какие-то сложности. Ну, а с вами была Алена. Всем большое спасибо за просмотр. Мы закончили нашу зачистку. Пока-пока.